Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня предлагаю приготовить новогодний муссовый торт. Торт состоит из бисквита Джоконда, хрустящего слоя, мандаринового компоте и мусса на основе шампанского. Для этого торта мне нужно будет 2 кондитерских кольца диаметром 18 и 14 сантиметров. Если вы не будете делать окантовку из бисквита, то внутреннее кольцо, как обычно, берите 16 сантиметров. Для цветной пасты мне необходимо 30 граммов размягченного сливочного масла, 30 граммов пшеничной муки, 1 белок, 30 граммов сахара и какой-либо пищевой краситель. У меня зеленый, гелевый. Кстати, красить можно не пасту, а сам бисквит. Для бисквита Джоконда мне необходимо 40 граммов просеянной пшеничной муки, 40 граммов миндальной муки, 2 яйца, 1 целое, второе нужно разделить на желток и белок. Желток я добавила к целому яйцу, белок отдельно. 75 граммов сахара, 3 столовые ложки, 1/3 чайной ложки разрыхлителя для теста, это примерно 1 грамм, и 20 граммов сливочного масла. Для хрустящего слоя 20 граммов кукурузных хлопьев, 30 граммов пасты пралине и 20 граммов молочного шоколада. Если у вас пралине в крошке, просто перемелите его в пасту. Для мандаринового компоте 230 граммов мандаринового сока. Я выжимала из свежих мандаринов, у меня ушло 12-13 небольших плодов. 200 граммов консервированных мандаринов. Если консервированных нет, можно использовать свежие или кусочки апельсинов, но их надо очистить от внутренних пленок. 7 граммов желатина, это 1,5 чайные ложки, плюс 35 граммов холодной воды. 2 чайные ложки сахара. Сахар нужно брать по своему вкусу. Количество очень зависит от сладости ваших мандаринов. И 2 чайные ложки кукурузного крахмала. Для мусса мне необходимо 200 мл шампанского. Шампанское должно быть хорошим, без запаха дрожжей. Иначе мусс тоже будет иметь у вас запах дрожжей. Насчет алкоголя можете не волноваться, он успеет выпариться. Но если все-таки не хотите использовать алкоголь, можете взять детское шампанское. 200 мл жирных сливок для взбивания или отвешенной сметаны. 3 столовые ложки сахара, 75 граммов, 2 желтка, 10 граммов желатина, плюс 50 мл холодной воды. Сливки пока убираем в холодильник. Замочите весь нужный желатин, 7 и 10 граммов. Залейте его водой, перемешайте и оставьте набухать. Для бокового бисквита мне нужно будет сделать трафарет с теми рисунками, которые я хочу на нем видеть. Длина окружности кольца 18 см, 56,5 см. Значит, мне нужно будет 2 полоски по 28,5 см. Вот здесь я их нарисовала. Высота полосок у меня 7, хотя кольцо 6, но бисквит немного сожмется. И еще я нарисовала елочки. Вы можете делать любой другой рисунок, который вам нравится, или вообще размазать пасту и с помощью кондитерского шпателя сделать на ней полоски. Тоже будет красиво. Взбиваю сливочное масло с сахаром. Сюда же добавляю белок и опять все взбиваю. Сюда же добавляю муку. Все перемешиваю и взбиваю все вместе. Теперь добавляю краситель и все хорошо перемешиваю. Паста готова. Переложу ее в кондитерский мешок. И теперь нанесу пасту на рисунок. То есть обрисую свои елочки. Рисунок, конечно же, нужно перевернуть карандашом вниз. У меня получились вот такие елочки. Теперь пергамент нужно перенести на ровную поверхность и пока убрать в холодильник. Духовку нужно нагреть до 200-210 градусов. Сливочное масло растопить и дать остыть. Белок с щепоткой соли взбиваю сначала на малых оборотах, потом на больших, до устойчивой пены. В конце добавляю чайную ложку сахара. Отдельно смешиваю муку, миндальную муку, сахар, разрыхлитель. Сюда же яйцо и все хорошо взбиваю на высоких оборотах. Вот такая масса. В конце добавляю растопленное сливочное масло и перемешиваю на низких оборотах. Готовую массу смешиваю с белками. Тесто готово. Достаю свой шаблон, укладываю его на силиконовый коврик. Можно сразу на противень. Понемногу наливаю тесто на шаблон и размазываю тонким слоем. Мне нужно размазать его по периметру полосок, которые у меня здесь нарисованы. Перекладываю коврик на противень, на оставшееся пространство ставлю кольцо 14 см и выливаю в него оставшееся тесто.
и отправляю в духовку на 7-8 минут. Бисквит готов. Подрежу бумагу и перемещу его с противня на решетку. Полоску бисквита переверну на другой лист пергамента и аккуратно отделю от бумаги. Теперь нужно дать обоим бисквитам хорошенечко остыть. В сотейнике смешиваю сахар, крахмал и понемногу вливаю мандариновый сок. И перемещаюсь на плиту. На небольшом нагреве при постоянном помешивании довожу смесь до кипения. Сюда же добавляю набухший желатин и перемешиваю до его полного растворения. И теперь перекладываю сюда мандарины. Накрою пищевой пленкой в контакт с поверхностью и дам остыть. Кукурузные хлопья нужно измельчить или вручную, или с помощью скалки. Шоколад растопить. Смешайте кукурузные хлопья с растопленным шоколадом и пастой пралине. И все хорошо перемешайте. Полученную массу выложите на остывший бисквит и равномерно распределите. Осталось вылить на хрустящий слой остывшее компоте. Осталось накрыть пищевой пленкой и убрать в морозильник. Можно, конечно, и не морозить, но так будет быстрее и проще собирать торт. Перед тем, как делать мусс, нужно подготовить форму. Обтянуть ее пищевой пленкой. Очень долго думала, как помочь тем, у кого не натягивается пленка. И, наконец, вычитала один способ. Кольцо нужно хорошо нагреть феном. И после этого натягивать пленку. Должно помочь. Переворачиваю кольцо на ровную поверхность и внутри прокладываю кондитерскую ленту или полоску файлика. Теперь нужно разрезать бисквит на две полоски высотой 6 и длиной 28,5 см. Можно брать 29 с небольшим запасом и потом лучше обрезать. И теперь полосочки нужно примерить. Я их кладу вверх ногами, и именно так они будут лежать. Ну, это немножко длинновато, так что можно укоротить. Полосочки я подогнала, так чтобы они пошли у меня в стык. Елочки расположила вверх ногами, так как именно так я буду собирать торт. Если хотите собирать обычным способом, располагайте елки обычно. Всю эту конструкцию я пока отставляю и занимаюсь муссом. Шампанское наливаем в кастрюльку размером побольше, так как оно будет пениться. И ставим на плиту подогреть. Кипятить его не нужно, просто подогреть до теплого состояния. А в это время в желтке взбиваем с сахаром до светлой пышной пены. Не прекращая взбивания, вливаем в желтки теплое шампанское. Возвращаем все обратно в кастрюльку. При небольшом нагреве и постоянном интенсивном помешивании прогреваем крем до легкого загустения. Температура не выше 82 градусов. Периодически приподнимаем с плиты, чтобы не заварить желтки. Нагрев выключаем, вводим в крем набухший желатин и размешиваем до полного растворения. Теперь заварному крему нужно дать остыть до комнатной температуры или хотя бы до 27 градусов. Я возвращаю его в миску, где взбивала желтки. Осталось взбить до пышности охлажденные сливки или отвешенную сметану. Сначала на малых оборотах, потом на больших. Вот так достаточно. И на малых оборотах понемногу вмешиваем заварную основу. Домешиваем лопаткой, и на этом мусс готов. Достаю застывшую серединку торта и вырезаю ее из кольца. Снимаю бумагу. Теперь беру подготовленное кольцо для сборки торта. Выливаю в него мусс и аккуратно погружаю в серединку. Излишки мусса снимаю. Сверху прикрываю пищевой пленкой и поступаю так. Поставлю на полчаса в морозильник, чтобы мусс хорошо схватился, а потом переставлю в холодильник. Морозить этот торт не нужно, но если есть желание, можете заморозить. Торт готов, я его не замораживала, поэтому просто снимаю сверху пищевую пленку и переворачиваю его на сервировочную тарелку. Эту пленку тоже удаляю и снимаю кольцо. Осталось украсить готовый торт по своему вкусу. Из одного оставшегося белка я сделала вот такие мини-безе и с их помощью сделаю на торте бордюр. Чтобы они не рассыпались, можно их приклеить глюкозой или медом или шоколадом. Бордюр готов, а сверху я хочу поставить цифры. Я их сделала из белого шоколада, вот так закрепила зубочистку и шоколад чуть покрасила кондурином. Вот такой новогодний торт у меня получился и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита и счастливого Нового года!
Благодарю вас за просмотр и желаю успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки.